Всем привет! Года 4 на камеру ничего не собирал, и вот попалась мне вот эта вот замечательная модель. И замечательна она не потому, что ее выпустила фирма Звезда, а потому что я посетил славный город Таганрог, где изготавливается, где делается этот самолет. А так как до этого у меня еще был тестовый пластик от фирмы Звезда, я решил собрать и его тоже. Но естественно в различных ливреях. Причем один самолет будет собран с фототраплением, который выпустил под него микродизайн, а второй без. До этого B200 выпускала и выпускает еще фирма Восточный экспресс, и в смоле выпускает фирма Rusair. Полный ролик получился минут на 30, это очень много, поэтому я решил его разбить на две части, примерно поровну, где-то по 15 минут. Ну да ладно, открываю коробку. Она совершенно небольшая, количество деталей просто минимально. В коробке помимо пластика, декали ничего нет. Декаль, этот лист буду использовать на две модели, так как я уже сказал, что буду делать в двух различных ливреях данный самолет. И надеюсь, что данного комплекта декалей будет достаточно на две модели. Отличить одну модель от другой будет элементарно, так как тестовый пластик, как вы видите, он зеленого цвета, а серийный серого. Начинаю работать с отделения деталей и со сборки интерьера кабины. Детализация кабины пилотов очень слабая, можно даже сказать, что ее нет. Радует только одно, что в принципе видно там ничего не будет. В процессе работы пользуюсь я разными клеями. Конкретно в данном случае жидким клеем от фирмы Ганза. Окрашиваю интерьер краской C11 от фирмы Ганза. Это у нас Light Gull Grey. Работаю кистью, так как качество здесь особо не нужно. Видно, как я уже сказал, почти ничего не будет. Сиденье окрасил в синий цвет. Тестово собираю две половины фюзеляжа, как говорится, насухо. Забегая вперед, скажу, что по сборке самолета вообще никаких проблем, никаких сложностей не было. Все собирается просто на ура, и даже остекление кабины пилотов, с которым всегда у меня какие-то сложности возникают. Иллюминаторы встают на свои рабочие места. Здесь я пользуюсь уже другим клеем от фирмы Revell с носиком. Очень удобно, советую. Все 4 части двух моделей готовы. Полностью склеены иллюминаторы. И начинаю склеивать половины между собой. Ничего ужасного, косячного не произошло. Щелей, раздражающих глаз, нет. И это очень-очень даже замечательно. Шлифовальной машинкой Proxxon убираю следы скуса и склейки. И устанавливаю остекление кабины пилотов. Работаю перчаткой, чтобы не оставить отпечатки пальцев на прозрачных деталях. Устанавливаю обтекатель бортовой РЛС.
начинает что-то вырисовываться. Вот и пришло время достать плату под травлением. Самые видимые из них это брызгоотражательные щитки, лопатки двигателей, а двигатель установлен D436TP, водяной руль, ну и, как обычно, антенны радиостанций. Вот посмотрите разницу толщины оригинала и травленной деталью. Это как раз у нас брызгоотражательный щиток. На установку щитков потребовалось очень много времени, очень тонкая работа, но результат того стоил. Ну, я так думаю, по крайней мере. На одной модели стачиваю водяной руль и буду ставить фототравленный. Пришло время заняться двигателями, и на это ушло тоже очень большое количество времени. Устанавливаю на место при помощи цианокрилатного клея. Устанавливаю на место крыло. Работа с моделью без фототравления идет в 2 раза быстрее, чем с фототравлением. Ну, в принципе, я думаю, это логично. И крыло тоже стало прекрасно на свое место, как и стабилизатор. Со второй зеленой моделью тоже также все прошло гладко. Во время сборки некоторые окрашенные маски слетели, и их необходимо поставить на место. Пришло время грунтовать модель. Пользуюсь грунтовки от фирмы Ганза, Мистер Хобби 1000. Для МЧСовской ливреи грунтовка белая. Также не забыл и о частях модели, которые я не приклеил заранее. Здесь я использую алюминиевую краску от фирмы Tamiya. Пришло время нанести основной базовый цвет, он естественно белый, краска акриловая, также от фирмы Tamiya.
Предкрылки самолета окрашиваются в стальной цвет, но перед этим я использую малярный скотч. Модель выглядит пока вот так. И продолжаю работать. Красным выкрашиваю законцовки крыла и законцовки стабилизатора. Результат мне не понравился, но потом я это все исправлю. Второй цвет — это у нас Royal Light Grey. Начинаю наносить его. И использую краску Flat Blue, также от фирмы Tamiya. Крашу днище самолета. Вот так пока выглядит модель. Все довольно неплохо. Исправил я затекшую красную краску. И пришло время заняться вторым самолетом. Это у нас зеленый самолет. Грунтовку использую также от фирмы Ганза, также 1000, но уже серого цвета. Возвращаюсь к МЧСовскому БИА, начинаю покрывать его глянцевым лаком. Со вторым самолетом окраску начал производить в обратном порядке, с днища самолета. Краску использую Sky Blue от той же Tamiya. Законцовки крыла красный, как и законцовки стабилизатора. Идентично предыдущей модели. Готовчик, и в ход идет малярный скотч. Dark Grey, вторая краска для основного цвета второго B. После полного высыхания краски смотрю результат. Пинцетом медленно и очень нежно убираю окрашенный скотч. Примерно полпути работы пройдено. Сейчас останется нанести большое количество декалей. Ну, это все вы уже увидите в следующей серии. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам не жалко. В скором времени увидимся и услышимся. Пока-пока!